Так, девчоночки, смотрите, сейчас мы будем заниматься чем? Мы будем придавать форму нашим лепесткам. Для этого нам потребуется вот такой вот круглый плафон. У меня стеклянный, можно просто взять что-то круглое. Можно взять пластиковый плафон, диаметр у него где-то 12-15 сантиметров. И второй плафон у меня вот такой большой, уличный, у него диаметр 28 сантиметров. Это для больших лепестков, это для тех, которые поменьше. Я буду греть над плитой. В последнее время мне нравится делать это больше, нежели феном, потому что как минимум тише. Те лепесточки, которые у нас самые маленькие, мы откладываем. Почему? Потому что мы будем придавать им форму непосредственно перед наклейкой. Все остальные лепестки я взяла по одной штуке, и по этому принципу вы сможете придать форму всем остальным лепесткам. Лепесточки второго ряда нагреваем. Принцип будет одинаковый как для фоамирана, так и для изолона. Прогреваем и натягиваем. Хорошенечко проходимся по верхней широкой части, чтобы она не пошла волной. Все, никаких извилинок, никаких волн. Вот такой вот лепесточек, который будет плотно, практически полностью прилегать к основанию. На эти ряды делать какие-то там завитушки, волны и тому подобное не нужно. Это внутренние ряды, которые должны плотненько прилегать друг к другу. Вот такая форма лепесточка получается. Следующее мы будем греть уже на большом плафоне. Изолон грейте немножечко меньше, он быстрее прогревается, чем фоамиран. Поэтому долго над ним страдать не нужно. Ну и учитывайте то, что изолон он тянется сильнее, чем фоамиран. Поэтому лепесточки получаются более широкими. Но это ничуть не хуже. Вот так, никаких волн пока нам не нужно. Вот здесь, вот на этом ряду, это у нас уже 6-й получается, нет, 5-й, это 5-й ряд. Вот здесь можно сделать маленькую одну волну, вот так аккуратненько потянув лепесток. Вот такой она должна быть, легенькой. Не надо делать там 10 каких-то кудрявых барашков. Теперь смотрите, следующий ряд лепестков я оставила 2 лепесточка, всем остальным уже форму придала. Я покажу, в чем будет разница, в зависимости от того, где вы прогреете лепесток. Если вы хотите более объемный, легкий ранункулюс, прогревайте так, чтобы у вас шла достаточно объемная волна по верхней части. Если вы хотите сделать его более плотненьким, таким вот закрытым, тогда вот эта вот линия верхняя должна быть просто изогнутой, без волны. Лепесточки должны будут плотнее прилегать друг к другу. Смотрите, здесь волны не будет, вот просто идет изгиб. Это будет плотненький цветочек.
Теперь такого же размера лепесток я вам покажу еще один вариант. Мы прогреваем его в нижней части. Тот мы грели в середине, а этот в нижней. Видите, какая волна пошла? Значит, у вас цветочек будет таким более пушистым, да? Вот это первый, второй вариант, а вот это первый. Раз и два. Только не надо делать 10 штук мелких. Такого в ранункулюсе не бывает. Вы делаете или одного вида ранункулюс, или другого. Или все лепесточки у вас будут такие вот более прямые, либо вы их делаете более объемными. Но никак не часть прямые, а часть такие вот на барашков похожи. Поэтому выбирайте, какой именно вид цветка вы делаете. К слову, ранункулюсов видов тоже очень много. Не только по цвету они будут отличаться, но и по форме лепестка. Вот здесь у нас пойдет волна. Видите, вам даже растягивать не нужно будет. Вы когда натягиваете на плафон, натягиваете вы в середине, а в верхней части будет идти волна. Вот она уже есть. Все, больше ничего не нужно тянуть. Даже, может быть, она тут и слишком крутая. Наоборот, ее растянуть надо будет, чтобы она была поменьше. Вы спрашивали в комментариях, почему у меня такой кучерявый ранункулюс. Ну вот, до стрижки у меня были кучерявые волосы, видно, у меня кучерявые руки, которые делают кучерявые ранункулюсы. Мне, например, просто не нравятся ранункулюсы, похожие на блюдца. Они плоские, как-то вот, ну не знаю, это, наверное, вкусовщина, так говорят. Единственное, что вот такой объем я бы не советовала делать, если вам ранункулюсы нужны для фотозоны. То есть там вам нужно забить объем диаметром, а не глубиной. Поэтому вот изощряться такими широкими, длинными даже лепестками не нужно. Там лучше сделать их пошире и побольше. Вот она, легенькая волна. Поэтому кудрявить из ранункулюса мы не будем. Так, девчоночки, теперь берем пенопластовый шар 10-12 сантиметров, какой у вас есть. Я его установила вот на чашечку, чтобы мне удобнее было. И вырезаем вот такой небольшой кружочек из салатового фоамирана. Вот этот кружочек должен быть одного цвета с первым рядом лепестков. То есть, если первый ряд лепестков у вас будет желтым, тогда и кружочек будет желтым. У меня первый ряд лепестков салатовый, соответственно, и кружочек у меня салатовый. И также нам потребуется еще кусочек сантиметров 10 трубы 32, собственно, для основания, как обычно. И растягиваем по форме, чтобы плотненько-плотненько лег наш кружок на шарик. Так, теперь находим центр и приклеиваем кружок. Даже если где-то первый ряд лепесточки у нас разойдутся, у нас не будет видно белого основания. Теперь берем первый ряд лепесточков, тот, который мы откладывали, ничего мы с ним не делали. И смотрите, мы его прогреваем и формируем сразу же на вот этом пенопластовом шарике. Все, вот так, ровно по шарику.
И теперь приклеиваем. Итак, смотрите, первый лепесток мы клеим только на половинку, чтобы последний мы смогли под него заправить. И вот последний лепесточек теперь мы заправляем за самый первый. Все, готово. Видите, у нас немножечко там просвечивается серединка, но это не белый пенопласт, а вот тот вот кружочек салатовый, который мы приклеили. Теперь в нижней части проделываем отверстие и вклеиваем трубу 32-ю. Так, девчоночки, теперь наклеиваем лепестки. Я основание, то есть нашу трубу с шариком всегда ставлю в баночку, так удобнее, она тогда не крутится по столу. Кроме того, нам потребуется вот такая самая простая крышечка для микроволновки. У меня очень удачная форма, вот этот пиптик можно как раз обрезать, и туда вставляется 32-я труба. Для чего она нам нужна, я вам скажу чуть-чуть позже, да? От нее будет зависеть форма нашего ранункулюса. Самая дешевая хлипка, нам ее не эксплуатировать в каких-то страшных ужасных условиях. Единственное, что я буду обрезать горячим ножом вот этот бортик. И обрезать вот этот пиптик. Ну, пиптик понятно для чего, а бортик для того, чтобы лепестки у меня ряда, которые будут идти по верху, не топорщились от предыдущего, который будет внутри. Но эта конструкция нам пока не нужна, мы ее откладываем и беремся собирать. Второй ряд, он также салатовый, наклеиваем по такому же принципу, только приподнимаясь немножечко вверх, вот совсем-совсем чуть-чуть. Приклеиваем половинку, так, чтобы мы потом могли последний лепесток завести под предыдущий. И теперь последний лепесточек заводим под первый.
Хорошенько подклеиваем внизу, чтобы не топорщился фоамиран. Следующие лепестки, они опять-таки у нас салатовые. Мы приклеиваем по такому же принципу, немножечко приподнимаем вверх относительно предыдущего ряда. Буквально 1 сантиметр. Резкого перехода не должно быть. Опять-таки наклеиваем половинку, потому что под вторую мы будем загонять последний лепесток. Смотрите, у нас в нижней части будет вот так вот топорщиться. Разрезаем и наклеиваем одну половинку на другую. Вот так должно получиться. И последний лепесточек мы заводим под первый и вот таким образом наклеиваем этот ряд. Следующие лепестки желто-салатового цвета, они того же размера, поэтому приклеиваем их точно так же, немножечко приподнимая вверх. Сильно лепесточки вверх не поднимайте, следите за тем, чтобы разница между рядами была 1 сантиметр. Желтый ряд из 8 лепестков, это будет последний ряд, который мы будем поднимать вверх. Все остальные ряды мы поднимать уже не будем. Следующие лепестки это 8 штук тонированных из изолона в желтый цвет. Мы их уже не поднимаем, мы клеим их наравне с предыдущим рядом. Теперь все лепесточки, кроме самого широкого последнего ряда, мы будем клеить одинаково. То есть наравне с предыдущим рядом в шахматном порядке по 8 штук на ряд. Вот так выглядит наш малютка ранункулюс при наклеенном первом белом ряде. Наклеиваем второй. Второй наклеиваем на той же высоте. В шахматном порядке у нас также 8 лепестков, если вы помните.
Теперь мы наклеиваем следующий размер, следующий ряд лепестков. И после того, как мы наклеим их 8 штук, мы наденем вот эту вот конструкцию, которая у нас из крышки для микроволновки. Я в ней вырезала серединку, да, где был пиптик, и обрезала бортик, сделав ее чуть пониже. Она высокая не нужна, то есть выглядеть это будет вот так. Но мы приклеиваем еще один ряд лепестков. Для чего? Для того, чтобы наш ранункулюс в нижней части был шире. Если мы продолжим клеить вот так, он останется здесь широким, а здесь будет узким. Итак, приклеиваем лепестки. Точно так же по 8 штук в шахматном порядке. Теперь вклеиваем крышку от микроволновки. Прям хорошенечко, так чтобы она проклеилась во всех местах. Приклеили крышечку от микроволновки. И теперь клеим следующий ряд лепесточков на той же высоте. Только смотрите, хорошенько приклеивайте вот здесь, вот в этом месте, чтобы у вас, когда кто-нибудь вдруг заглянул в цветок, не было видно пластика вот микроволновочного этого. То есть вот так вот хорошенько приклеиваем в шахматном порядке. Лепестки у нас одного размера. Вот так это будет выглядеть. И тогда никто не увидит там ваш секрет. Так, 2 ряда предпоследнего размерчика. Ничего сложного, все точно так же. Эти лепесточки у нас уже длиннее, поэтому если мы их будем клеить на одной и той же высоте с предыдущим рядом, они будут уже больше заходить на крышечку от микроволновки. То есть вот так, ближе к стебельку уже будут. И последний ряд лепесточков, их всего 6. И клеить мы их будем, сдвигаясь к основанию, вот сюда. То есть они будут немножечко короче, чем все остальные ряды предыдущие. То есть вот так наклеиваем и точно так же в шахматном порядке заклеиваем все пространство, весь ряд. Если они будут очень сильно топорщиться и отвисать, мы просто их склеим с предыдущим рядом. Вот в нескольких точечках, тогда ранункулюс не будет, ну не то чтобы прям распадаться. Он у нас и так не будет распадаться, но чтобы он был более плотным, прочным, да, так сказать. К слову, если хотите заклеивать прямо-таки к основанию, тогда, вырезая последний ряд лепестков, не срезайте низ, а оставляйте его треугольничком острым.
Вот такое у нас очень аккуратное, красивое основание получилось. Здесь у нас будет небольшой чашелистик, который закроет тут вот швы и основание само там, где труба. А вот сам ранункулюс. Ой, сейчас бы как бы вам его показать. Если вы видите, что эти лепесточки у вас немножечко гуляют, да, вниз они опускаются, приклейте их с соседними или к предыдущему ряду буквально в одной точечке. Так раз и все, и они у вас уже никуда гулять не будут. Упс. Нравится вам такой объемный? Отлично, замечательно, делайте. Если вам нравится более сбитый и плотный, тогда не делайте вот эти вот волны, и тогда он будет у вас такой вот правильный, как по спиральке закрученный.